Всем привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Каждый показ на неделе высокой моды в Париже всегда особое мероприятие. Тем более, если это презентация коллекции Haute Couture весна-лето 2025 модного дома Armani. Данным событием маэстро фэшн-искусства отметил сразу две важные даты. Полвека со дня основания империи Джорджо Армани и 20 лет кутюрной линии. По случаю юбилея во французской столице открыли Палаццо Армани, дворец, достойный короля, где модное шоу и провели. Величественный, богато украшенный особняк стал идеальным местом для мероприятия такой значимости. Здесь красота существует вне времени и трендов. Она манит, завораживает, окружает какой-то пьянящей атмосферой восхищения. Тот редкий случай, когда хочется искренне затаить дыхание, наблюдая за каждым неспешным выходом модели на сцену. Без суеты и надрыва, ведь здесь демонстрируют одежду. Новая линейка Haute Couture получила название «Огни», а главной точкой отсчета в создании образов оказался свет. Свет, который невозможно забыть. Живой, неуловимый, иногда едва заметный, иногда ослепляющий. Он скользит по коже, исчезает в глубине зрачков, прячется в морщинках на лице любимого человека. И в какой-то момент ты понимаешь, что больше всего в жизни ценишь не яркие вспышки, не громкие события, не аплодисменты, а вот эти мгновения, наполненные светом. Джорджо Армани точно знает об этом. Он знает, что мода – это не просто одежда. Это способ видеть, способ чувствовать, это умение говорить на языке эмоций. В коллекции нет случайных линий, нет лишних украшений, нет надуманных идей. Все в ней дышит, переливается, двигается так, будто создано самой природой. А еще это не просто вещи. Это, со слов самого автора, отголоски давно забытых ощущений, живые воспоминания, застывшие во времени, которые главная героиня привозит из путешествий. Дизайнер гармонично вплетает в наряды элегантность Японии, цвета и формы Китая, роскошь Индии, благопристойность Северной Африки и пейзажи Полинезии. Восточные мотивы добавили модным образом изысканность и глубину. Сложная вышивка бисером, россыпь кристаллов, металлизированные нити, бахрома, покрытая стразами, и даже пуговицы в виде пятикаратных камней подчинялись заданной теме и сияли, отражая направленный свет. Возможно, кому-то этот серебристый блеск огоньком напомнит вид на ночной город с высоты, где внизу, словно бусины на ковре, рассыпались миллионы светящихся окон. А кто-то вспомнит мерцающее звездное небо, которое видел в детстве летней ночью, лежа на теплой земле. Без тревожных мыслей о завтрашнем дне, без нескончаемого списка дел, без нашего вечного вопроса «что дальше?», а просто так, искренне любуясь искрящимся светом огней. Представлен на подиуме коллекции свет живет в струящихся тканях, в отточенных до совершенства силуэтах. Новым смыслом огни наполнили цветовую палитру. К примеру, серебро здесь не про роскошь, а про утреннюю свежесть, черный не про строгость и власть, а про душевность и глубину. Нежно-розовый совсем не про девичье кокетство, а про легкость первых лучей солнца, пробивающихся сквозь плотные шторы. А вот великолепный синий – это уже про мечту, про желание выпорхнуть за рамки времени и пространства. Высокая мода Армани – это удивительное путешествие в волшебный мир фэшн-искусства, в которое мы обязательно возьмем традиционные для бренда брючные костюмы. Те самые, что занимают центральное место во вселенной кутюрье. Брюки как основной элемент модного гардероба дизайнер предложил в самых разных формах. От мягко плессированных и объемных, заправленных в ботильоны или собранных на щиколотки, похожие на шаровары, до в меру узких, иногда в паре с прозрачной юбкой. Носить мы их будем с асимметричного кроя туниками, с рубашками в восточном стиле и нарядными жилетами, с удлиненным, приталенным, либо напротив, с коротким жакетом. Для особого случая приготовим щедрый на декор вечерние платья, роскошные макси с глубокими вырезами и открытой спиной, а также чувственные наряды с драпировкой. Обязательно сделаем соответствующей теме огней, игры света, макияж. Это белые тени на верхних веках, которые переходят в серые и черные мазки, улетающие вплоть до висков. Каждый образ дополним изящным головным убором, аккуратной шляпкой-таблеткой или сетчатой шапочкой в духе популярных нынче ревущих 20-х. А еще не забудем взять в руки сумку, например, утопающий в пайетках мешочек, элегантный клатч или аксессуар, изготовленный как будто из хрусталя. В завершении модного действа на подиуме появился сам маэстро.
один из последних оставшихся талантливых кутюрье своей эпохи. Он видел, как рушатся империи, рождаются и исчезают тренды. Ему 90, полвека в моде. И, судя по всему, Джорджо Армани пока не планирует отдавать в руки нового поколения дизайнеров бренд имени себя. Вот и закончится очередной модный показ. Свет софитов погаснет, платья разъедутся по частным коллекциям, а Париж наполнится будничной суетой. Но никуда не уйдет красота в окружении ярких огней. Она остается, как чувство, как лучшее воспоминание. С интересом, друзья, жду ваши впечатления от просмотра коллекции в комментариях. Надеюсь, вы не забудете поддержать канал лайком. Всем вдохновения и красоты! Пусть всегда будет повод для теплой улыбки и солнечного, позитивного настроения!